Времени суток, с вами Атлант. Сегодня мы поговорим, как всегда, про то, что мы делаем на нашем графике, да, график цены биткоина. Мы, как всегда, идем за маркетмейкером, работаем с ценой, зарабатываем. И те, кто у нас в закрытой группе, и по Атланту. Атлант вот здесь подсказывал, что пойдем все это дело в лонг, да. И как видите, то есть была хорошая просадка, причем сверху я говорил вот здесь вот, что у нас будет спад по рынку, да, будет проваливаться цена. И здесь я говорил, что мы будем подниматься, то есть есть куда подниматься. В закрытой группе да, и в принципе видео сбрасывал для всех, что ребята, смотрите, мол, у нас подсказки дают различные люди. То есть вот здесь у нас to the moon, да, когда все начали говорить, мы здесь, я ребятам тоже говорю, что я не верю пока здесь в to the moon, да, должны еще сделать хорошие накопления. То есть для всех to the moon, а для нас вот такой, как я это вижу и как понимаю. И вероятность такого сценария, наверное, 80% из 100. Дальше здесь я брал позицию и показывал, как я здесь ее, где я ее отбирал, да, и ребятам сказал, стоп под этот уровень подгонял, потом говорил, что буду перезаходить, если мне ее выбьет. И дальше у нас высота обелиска, да, тоже в прошлом видео вы можете посмотреть мой прошлый видеообзор, будет все понятно, подписываемся ко мне на YouTube канал, Телеграм называется BitAtlant, YouTube канал называется BitAtlant, да, ссылки внизу в описании, и приходим к нам в Twitter. Везде делаю актуальные новости. Twitter начинаем больше развивать, да, будем чаще всего туда больше отсылать. Здесь у нас CZ, видите, да, вот обелиск от Илона Маска, и CZ подсказывал, что радостное их настроение, да, в группе этот момент оговаривали. И, скорее всего, отсюда цены у нас вытянут. То есть на эту в прошлых видео, которых нет на TradingView, в этот момент показал. И здесь как это будет проторговываться тоже, да, у нас как Адам и Ева, только Еву растянули. Очень сильно, кстати, Еву растянули, вот здесь видно. Я говорил, что она, по идее, должна быть как Адам высотой, но они сделали ее вытянули, да, получается. И вот эта Ева, которая здесь должна была быть, давайте я видео просто включу, покажу вам это, так будет немножко проще. Поставим скорость воспроизведения на 2. Ну, качество можно получше поставить. И где я этот момент показывал. Секундочку. Вот эта ситуация. Это еще когда у нас только все. И вот наш этот момент. Переход вот в эту область. То есть все, что должны были вытянуть, да, я здесь показал, что ее отсюда, эту часть выкинут в эту область. И расторговку просто сделают по-другому. Ну и окно повышенной волатильности, выход. И смотрим, что у нас произошло. А произошло у нас следующее. У нас в окно повышенной волатильности ровно на грани выход наверх, возврат обратно и выкинули наверх. То есть тут просто подробили тех, кто видели вот эту структуру. Их здесь напугали показали в одну сторону, потом их сбросили. Мелочь. Ну, это мелочь, правда. И потом вышли наверх. Верхние уровни, основные цели, вообще, если смотреть прям по уровням Фибоначчи с самого верха, то у нас уровень 61, это 29 100 и 29 400.
Но моя цель конкретно из этой лонг-позиции это 28 666. Как бы оно ни звучало, но это моя цель. Я здесь закрою, я не буду ждать выше. У меня есть открытые старые лонг-позиции, несколько. Я жду закрытия по АДЛ, да, по 2000% с каждой позиции. 3 штуки их открыты, по-моему. И есть открытые шорт-позиции. Вот отсюда сверху мы открывали. Все позиции в безубытке. Выбьет, буду смотреть, где перезаходить. То есть я уже этот момент подсказывал, объяснял. По Атланту все отработало четко, да, структура, выход есть. Атлант подсказывал, что будет лонг, да, ну и само по себе как бы должно было бы уже движение выйти наверх. Что-то не доходит до моей позиции. Я вот ожидал, что с вот этого выстрела уже будет доделано, из-за этого начал видео писать. И был важный уровень, тоже вот этот уровень, 27 920 и 27 969. Вот эти два уровня, это как разворотные. То есть, если цена проваливается ниже этих уровней, кстати, здесь вот пытались выбить позицию, да, но не выбили. И опять же, торгуя на бирже BinX. Ребята, была бы эта биржа Binance, по-любому, вот прям любая, я не говорю только Binance, да, там Bittrex или OKX. Короче, так как-то получается, что вот на других биржах, которых бы я кроме, знаете какой? Кроме, сейчас, криптокарренси. Вот криптокарренси, currency.com, вот нормальная биржа. Возможно, OKX я, может быть, когда-нибудь на них буду перебираться, но только в том случае, если что-то будет, какие-то неполадки с BinX. Но тьфу, с BinX все отлично. И я, надеюсь, их команда будет продолжать так же работать, как они сейчас работают. Но на всякий случай у меня на всех биржах есть аккаунты, на всякий случай. Просто в жизни бывает всякое, сами знаете. Так вот, если бы торговал на какой-нибудь другой бирже, то, скорее всего, вот этот хвост, который здесь опускали вниз в район 27 910, скорее всего, бы отпустили бы ниже, выбили бы мой стоп и ушли бы без меня наверх. Вот как часто происходит такая ситуация? Да постоянно. На всех биржах постоянно так. Все постоянно ноют. На Binance особенно, потому что на Binance очень много народу. На AKX тоже. И на Bybit это вообще прям стандарт. Binance, кстати, в этом плане лучше. На Binance, скорее всего, нормально все это отработало. Ну-ка, давайте посмотрим на Binance. Какой-нибудь... Давай вот эту, например, откроем и посмотрим на Binance. Так, это у нас сколько тут минут? 15-минутка. Где у меня есть 15-минутка? Это дневка. Ну, давайте прямо на это и посмотрим. Так, биржа Binance. Одна из вот этих трех. Сейчас, по-моему, вот это, да? Bitstamp. Это у нас Poloniex. Bitfinex. Вот на Финике. Ну, не дошли. А, кстати, можно на каждой бирже просто посмотреть. На Poloniex тоже не дошли. На Bitstamp почти, да, вот сюда пришли. Я не понял, где у меня Binance. На этом ниже спускались. Ну, хорошо, в этот раз... А вот на Binance, смотрите, да, где стопы. А вот если бы мой стоп был где-то вот здесь, они бы спустились бы, его забрали. Вот, скорее всего бы так и произошло. Я ничего не говорю, все с ними в порядке, но у них так работает система. В общем, торгую на бирже BinX через терминал TradingView. Это то, через что вы работаете, смотрите за графиками. Внизу здесь торговая панель нажимаем, подключаем свою биржу, вводим логин и пароль. Это абсолютно безопасно. Большие, как сказать, безопасно это безопасно, но средства на бирже хранить не надо. То есть только свою торговую часть храните на бирже, а остальное... А спот, который вы откупаете, да, то есть поторговали, биткоин-доллар поторговали, USDT заработали, откупили там XRP, XLM, Atom, какие-нибудь ваши активы, которые вам интересны, откупили, вывели себе на холодный кошелек и работаете дальше. То есть вот таким образом.
В общем, все ссылочки в описании. Тем более, подписавшись по моей ссылке на BinX, получаете дополнительные бонусы, скидки. В общем, компания BinX выделяет какие-то дополнительные бонусы от нас. Так, и в дальнейшем тоже мы в группе различные проводим. Вот, например, сейчас, да, я откупаю каждый, по возможности откупаю и на просадках, где у нас клевер, вот клевер, каждый раз откупаю на хорошей просадке, то есть вот здесь я несколько, здесь откупал часть, ниже часть и здесь 2 или 3 раза откупал клевер именно для того кошелька, в который мы складываем клевер по $30 каждый раз на просадках или раз в 8 дней. Тут бывало, что за не раз в 8, а бывало там сегодня и завтра купил, да, конечно, уже 16 дней нужно подождать. В общем, откупаю по $30, и такой челлендж идет до июль, август, до август-сентябрь, да, а до середины августа, начала сентября ведем такой челлендж. В конце, которая сумма наберется, да, в клевер, и какая сумма наберется в клевере, это будет одна часть, да, и если клевер КЛВ, да, КЛВ по отношению к доллару очень хорошо апнется, то есть вырастет, соответственно, в долларе это, например, будет вот такая сумма, да, я так образно берем, и профит из этой суммы, профит полученный, то есть у нас, допустим, здесь у нас там $100, да, а профит у нас, допустим, ну, допустим, там $1000, допустим, то вот мы вот этот профит, у нас тут, конечно, мы больше денег уже вложим, но вот этот профит, 80% этого профита, то есть 20% я себе отщипну, это нормально. Я работал, думал, искал, ждал. А остальные 80% от этого профита, 80% будут распределены среди тех ребят, у которых есть подписка на биржу BinX, на мой YouTube канал, на мой Twitter. Кто у нас тут? Да, на мой Twitter. Ну и к нам, конечно же, в закрытой группе. То есть, кто к нам подписан, это будет проверяться. Конечно, тот, кто день в день, там кто-то в августе, например, придет, подпишется, конечно, он с этого не будет получать. Это будет получать только наши старики, которые с нами уже давно. Ну, или те, кто будут подписываться июнь, июль. Вот июнь, июль, в эти месяцы. Кто-то из старых, кто-то придет. Ну, в общем, посмотрим. Вот такое. А профит здесь может быть, ребята, разные. Тут до августа месяца. Вот у нас тут до 22 августа. Есть предположение. Конечно, да, цену сейчас могут растащить. Если она так здесь и будет ползти, я буду дальше, мы передвинем, посмотрим, где может быть, как это может быть отработано. То есть здесь могут сейчас рисовать конкретно второе дно вот такое. То есть и этот август могут растянуть на 24 число. И если так растянут, ну что ж, тогда это мы все дело просто передвинем на 24 год. Соответственно, здесь будет больше накопления, и там уже будем смотреть, то, возможно, мы вот это вот здесь еще будем откупать, а вот здесь уже будем выходить из нее. Посмотрим, и такое тоже может быть. Но в данной ситуации, то есть если здесь делают маленькую ручку и выйдем раньше, то тут может цена запампиться вот в эти районы. Это очень хороший плюс. То есть даже с этих уровней, если взять, это плюс 250%, грубо говоря, да. Сами можете посчитать, сколько это получается. Вот такой у нас интересный челлендж идет по КЛВ. Поэтому подписываемся к нам на биржу BinX, к нам в закрытую группу приходим. Еще раз торгую через терминал TradingView. Вот. Атлант красавчик здесь отработал
как надо, да, я здесь видео записывал, лонг по биткоину, вот этот, показывал, как могут это дело все разрулить, да, что вот эту Еву нашу, вот эту, из-за того, что она не получилась такая длинная, вот именно вот этот объем, они его вот сюда вот перетащили и прям четко его отработали, набрали и пошли наверх. Ева прям отработала. Единственное, я говорю, что я ожидаю этот проход, вот все-таки уровень 28,666, и у меня стоит take profit в этом месте. Я жду его там. Куда дальше пойдет цена, мне не интересно. Дальше нужно смотреть, что будет творить маркетмейкер, да, какое будет здесь накопление. Они, конечно, могут и сразу сейчас, и пробив этот уровень резко, и выйти в район 29,100 и выше. То есть сделать эту свечку, которую подсказывал нам CZ, вернее, не CZ, а Илон Маск, где это видео. Это вот он. Вот он, кстати, этот момент, вот этот обелиск 1,600. Сколько он в группе скидывал высотой, он вот такая вот картина. Вашингтонский монумент является самым высоким каменным монументом в мире. Его высота составляет 169 метров. Вот такая вот штука может произойти. Наблюдаем. Вот обсуждаем различные темы в закрытой группе. Подписываемся. Всем удачи. Спасибо за внимание. Ну-ка, дойдет у нас сейчас? Нет. С вот этой 6 минут. Скоро видео, да, заканчивается. Может быть, сейчас уже даже и выбьет. Ну-ка, поставлю на паузу пока. Вот прям пытается сюда цену закинуть. Минута прошла, дождем. Я жду цель 28,606. Конечно, сейчас могут ее развернуть. У меня стоит позиция, это в безубытке. Могут легко ее и развернуть, и может пойти в обратную сторону. Это маркетмейкер, от него что угодно можно ожидать. Это просто предположение, мое предположение. Дальше как пойдет. О, все, отлично, есть контакт. Позиция закрыта. Я ее прям ждал. Отлично. Так, активировался стоп-лосс 233% на 28,666. Сейчас я скину в группу и покажу вам на видео. Так, сохранить, здесь закрыть. Как всегда, все четко по атланту идем. Так, эта позиция у нас была закрыта. Смотрите, да, здесь он в трендовую пока ударяется. Посмотрим, выдержит ли она, или это старая тоже трендовая, может удержать цену. Но вообще у нас здесь настолько дракон в драконе. Выбили одного. Если сейчас этот будет отрабатывать, ребята, у нас этот шпиль может, да, улететь. Еще раз говорю, это по уровню Фибоначчи закрытие плюс 1,618. То есть аж вот та позиция в 30 250 может тоже закрыться. Старая. Это прям шпиль может сюда уйти. Могут выбить. Вы знаете, видите сами, как цена ходит. Так, здесь у меня поза закрылась. Сейчас я ее вам покажу. Вот она, активировался стоп-лосс, take profit активировался. Цена закрытия 28,666 ровно, ни больше, ни меньше. Я выставлял именно открывал 28,10, да, закрытие 28,666 по тейку. Прибыль составила 233%, 234%. Все четко. Спасибо за внимание. Всем удачи. На выходных старайтесь больше отдыхать. Подписываемся. Всем удачи. Спасибо. Пока.